Всех приветствую, давайте сразу начнем с главной новости, которая будоражит не только трейдеров, но и крипторынки. Paxos прекращает выпуск токена Binance с привязкой к доллару. И речь идет не о BNB, а о Binance USD, стейблкоин. На прошлой неделе нью-йоркский регулятор наехал на Paxos без какой-то конкретики. Сегодня же вышла новость о том, что комиссия по ценным бумагам США, SEC, предупредила Paxos о правоприменительных действиях. SEC намерена подать в суд на криптовалютную компанию Paxos за участие в выпуске стейблкоина Binance USD. Стоит, конечно же, отметить, что источники, как всегда, не называются. Wall Street Journal все это опубликовал, но ссылается на просто какие-то источники. SEC якобы направил уведомление в Paxos и там написал, что Binance USD является ценной бумагой. Во всяком случае, они их в этом подозревают, потому что судебного решения еще нет. И все бы ничего, но вышла сразу же следующая новость о том, что Paxos прекратил выпуск токена. Также хочу порекомендовать вам отличную криптобиржу BinX. У нее сингапурская юрисдикция и нет обязательного прохождения KYC, то есть не нужно подтверждать свою личность документами, что особенно важно для трейдеров из России и Беларуси. Санкции там вас не достанут. Кроме спотовой и фьючерсной торговли криптовалютами с плечом до 125-го, на BinX можно торговать также и Форекс. Это различные валютные пары, также доступны индексы. Самые популярные из них это S&P 500, NASDAQ, Dow Jones. Также есть возможность торговли товарами, к примеру, нефтью, золотом и природным газом. Еще одной интересной особенностью биржи является копи-трейдинг. Если вы не уверены, что сможете самостоятельно торговать, то можно просто выбрать трейдера из списка на платформе, и его сделки будут автоматически копироваться у вас. Ну или если вы гуру трейдинга, то можете сами стать тем, кого будут копировать, и дополнительно зарабатывать еще и на этом. А теперь скажу пару слов о бонусах для тех, кто зарегистрируется по ссылке. В описании будет уникальный кэшбэк в 25% на торговую комиссию на целых 90 дней. Регистрируйтесь по ссылке в описании и торгуйте на бирже BinX. Давайте посмотрим, как чувствует себя Binance USD. И видим вот такую жирную дневную свечу, которая показывает отвязку от привязки 1 к 1. Да, мы видели такое раньше. Если отмотать историю чуть подальше, на несколько лет, то подобная волатильность встречалась и раньше. Даже была еще и покруче. Самое большое отклонение, если не считать только создание этого стейблкоина, самое большое отклонение было в апреле 2021 года. И ничего, стейблкоин выжил, поэтому текущее отклонение еще не смертельно. Главное, чтобы падение не продолжилось, а оно пока летит на всех парах вниз. Может ли это негативно сказаться на бирже Binance? CZ уже заявил в своих соцсетях о том, что, как всегда, все это фат новости, ничего страшного, а если все и будет так страшно, как описывают, то криптобиржа Binance продолжит работать на других стейблкоинах, так как наезд произошел не на биржу Binance, а на Paxos. Но вообще наезды на стейблкоины в последнее время какой-то тренд. Широко эта новость не обсуждалась, но вот компания PayPal также сообщила, что приостанавливает разработку своего стейблкоина. В начале прошлого года они анонсировали запуск своего стейблкоина, а сегодня, то есть через год, в начале уже 23-го, лавочку прикрыли. Поняли, что, видимо, не стоит игра свеч. Видимо, посчитали, что не нужны им такие проблемы, потому что стейблкоин разрабатывался в партнерстве с тем же Paxos. Но это не единственные негативные новости, которые произошли на выходных и на прошлой неделе. Вот, например, биржа Kraken заплатила $30 миллионов в рамках урегулирования спора с SEC. Да-да, та самая SEC наезжает на все, что находится рядом. Что это были за претензии? Ранее Bloomberg сообщал о ведущемся в отношении платформы расследования. Согласно пресс-релизу от 9 февраля, внимание ведомства привлекла программа стейкинга, предложение и продажу которой Kraken якобы не зарегистрировал. Kraken решили не сопротивляться, но и не признавать своих каких-то косяков, а просто решили закрыть стейкинг-программу в США и выплатили $30 миллионов в качестве штрафа комиссии по ценным бумагам. Но не все такие сговорчивые. SEO Coinbase заявил о готовности отстаивать в суде программу стейкинга. Брайан Армстронг, SEO Coinbase, заявил, что услуги стейкинга торговой платформы нельзя рассматривать в качестве предложения ценных бумаг. По его словам, компания готова защищать это утверждение в суде. А как мы помним, SEC судится с Ripple уже много лет. Поэтому, что в случае с Binance USD, что в случае со стейкингом. Если начнутся судебные разбирательства, да, в моменте это может обвалить рынок, но не факт, что SEC еще и выиграет. Как вы помните, Ripple обвалился, когда начался суд, крипторынок также пошатало, но после этого биток и крипторынок сделали перехай,
и Ripple также отрос обратно, показав несколько иксов. А судебные разбирательства, кстати, так и не завершены. Что еще касаемо негатива, вот у нас еще и Local Bitcoin объявил о закрытии. На прошлой неделе это состоялось, без каких-то проблем, просто они сами, без взломов, без ничего, без наездов, как это было, например, в случае с BitZlata. Просто популярная P2P платформа Local Bitcoin сообщила о прекращении обслуживания пользователей. И произошло это якобы из-за затянувшейся криптозимы. Мне кажется, это они лукавят. Вполне вероятно, что система там работала так же, как и на BitZlata. И вполне вероятно, им прозрачно намекнули, что если вы сами не прикроете свою лавочку, то это сделают опять какие-нибудь регуляторы из США. Так вот, Local Bitcoins на процедуру закрытия и вывода всех денег дали 12 месяцев. Но при этом просят сделать это как можно быстрее, не затягивая на последний день. С 9 февраля платформа прекратила регистрацию новых пользователей, с 16 февраля приостановят торги и возможность использования кошельков за исключением вывода активов. В общем, Local Bitcoins все. Ну, завершая блок новостей, немножко позитива. Старейший банк Бразилии позволяет резидентам платить налоги с помощью криптовалюты. Этот шаг позволит бразильским налогоплательщикам легко урегулировать свои налоговые обязательства, расширив при этом доступ к экосистеме цифровых активов. Теперь давайте посмотрим, какие экономические события нас ожидают на предстоящей неделе. И, конечно же, одно событие будет супер важным. Это индекс потребительских цен. Будет опубликована информация 14 февраля во вторник в 16:30 по московскому времени. И прогнозные значения дают позитив на рост рынков. Данный показатель снижается уже с июня 2022 года, и чем быстрее он будет снижаться, и чем устойчивее будет тенденция, тем, так сказать, более благосклонно будут слова Джерома Пауэлла и в целом позиция ФРС в плане снижения или повышения процентной ставки, что также очень сильно влияет на стоимость криптовалюты и биткоина. Кроме этого, во вторник будет базовый индекс потребительских цен опубликован, в среду будет опубликован базовый индекс розничных продаж, объем розничных продаж, запасы сырой нефти, и в четверг, как обычно, число первичных заявок на получение пособия по безработице, число выданных решений на строительство, индекс цен производителей, ну и многие другие показатели. Главный показатель на этой неделе, конечно же, во вторник в 16:30. Парочку статистических показателей перед тем, как переходить к графикам. Здесь у нас коэффициент долгосрочных держателей. 2 раза мы пытались выйти из зоны накопления, и в этот раз также окончательно выйти не получилось. В прошлый раз вышли наверх и обновили лой. В этот раз мы также вышли наверх, и плохо, что хай не обновлен. При этом вернулись в зону капитуляции снова. Это не очень хорошо. Локально здесь восходящий тренд не сломлен, однако долгосрочно за счет того, что мы не обновили вот этот вот хай по данному индикатору, тренд глобально остается у индикатора нисходящий. Это не очень хорошо для роста. Посмотрим в ближайшее время, сможет ли индикатор быстро выбраться из зоны капитуляции. Что же касается еще сигналов на рост или на падение, то вот, например, на дневном таймфрейме. Совсем недавно у нас образовался так называемый Golden Cross. Это когда средняя скользящая 50-ка пересекает снизу вверх среднюю скользящую 200-ку. Вот это у нас произошло примерно 6 февраля. В прошлый раз, когда такое случалось, это был сентябрь 2021 года. После этого мы сделали на биткоине перехай, а до этого такое у нас случалось перед булраном. Но не всегда этот индикатор, не всегда эта зависимость хорошо отрабатывает, и за ним следует гигантский рост. Вот, например, перед коронадампом также было аналогичное пересечение, но после этого мы увидели падение на сколько здесь процентов? На более чем 50. Да, это неплохой сигнал, однако это не Грааль. К тому же, если переключиться на недельный таймфрейм, мы здесь видим аналогичную ситуацию, но в обратную сторону. Здесь у нас негативный сигнал. Здесь 50-ка на недельке пересекает 200-ку на недельке, но уже сверху вниз. Это у нас сигнал на слом восходящего движения и продолжение движения вниз. Но справедливости ради, аналогии на всей истории биткоина не было. Никогда еще такого пересечения не наблюдали на графике биткоина. А все потому, что на недельном графике 200-ка начала формироваться лишь в январе 2017 года и всегда находилась внизу. И вот сейчас только мы видим это пересечение, которое состоялось также на днях. Ну что ж, у нас биткоин падает, давайте посмотрим, что у нас там с ликвидациями. И в плане ликвидации мы не видим больших каких-то значений, большого сбора ликвидности и денег. Если уж смотреть совсем локально, то есть небольшой рост, но это в рамках погрешности. Для того, чтобы
точно определить, есть ли ликвидность для сбора стопов лонгистов, нужно проваливаться еще ниже. Большой ликвидности на небольших падениях не удается собрать. Теперь переходим, давайте, к графикам. Биткоин и эфириум посмотрим. На дневном таймфрейме все без изменений. Здесь развивается импульс, волна 1-2. Завершили волну 3, формируем волну 4. И предстоит нам еще одна волна 5 в рамках этого импульса. Оптимальную зону для коррекции мы еще не посетили. Она у нас начинается примерно на 21200. Вот в эту проторговку должны прийти. Да, мы совсем близко. И, кстати, неплохо, что мы начали пролив. Новости негативные подогнали, как по заказу. Переходя на 4 часа, видим, как красиво отрабатывает у нас 200-ка. Пролились вниз, протестировали ее снизу вверх и снова полились вниз. При этом, вот здесь непонятно, обновили ли мы минимум. Да, кстати, по-моему, немножечко обновили, а это значит, что у нас сформировалась дивергенция на индикаторе, что у нас здесь в приоритете сейчас. В рамках вот этой структуры зеленым, которая отмечена, здесь ничего не сломано до тех пор, пока мы не пробили вот этот вот пик предполагаемой волны 1. Здесь коррекция может продолжаться. Локально здесь нисходящий тренд. Но к вопросу, когда он может завершиться и когда у нас может быть разворот, он может быть даже с текущих. Не обязательно доходить до расчетной зоны. Это лишь оптимальная зона. Я рассматриваю вариант, что мы либо в скором времени уже развернемся и пойдем наверх, либо здесь продолжим коррекционный забил и также пойдем наверх. В общем, в любом случае, в приоритете для меня это примерно от этой зоны движение восходящее. Нужно лишь дождаться окончания формирования 4-й волны. Смотрим на эфириуме, какая ситуация. А здесь мы, кстати, посетили уже расчетную зону, оптимальную зону для коррекции в 4-й волне. Вот она. Находимся прямо здесь, но разворота из нее мы пока не видели, поэтому падающие ножи я не ловлю. Буду дожидаться подтверждения разворота и затем на откате входить. Все как обычно. Уровень, кстати, сопротивления шикарно отработал. 1700. Именно от него мы оттолкнулись и пошли в коррекцию в 4-й волне. Давайте, кстати, посмотрим профиль объема. Ну да, вот здесь неплохой уровень для того, чтобы хотя бы отсюда отскочить. Здесь аналогичная ситуация, как и по биткоину. Либо мы уже отсюда можем пойти наверх пятерку, да, формировать, либо еще раз показать отскок, еще одно падение и также наверх. На этом все. Подписывайтесь на канал, на телеграм, пишите комментарии, ставьте лайки, регистрируйтесь по ссылке в описании на бирже BinX. Всем удачной торговли и счастливо!